вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы посмотрим на флагман от ZTE. ZTE Nubia Z50 Ultra. Насколько он хорош, насколько все эти 120 Гц, спрятанная фронталка, Snapdragon 8 Gen 2, 4К 120 FPS на основной модуль, просто космические размеры, металлическая рамка корпуса и еще много всяких прелестей, включая то, что у него рамки абсолютно бесконечно плоские, никаких там водопадов вам нет, плюс помимо всего этого, к сожалению, у него нет русского языка, глобалки пока не выпустили, мега адекватный ценник. Во всех тестах он показывает просто безумное количество баллов. Экран яркий, притом ярче, чем у многих китайских брендов второго и третьего эшелона. И если говорить в целом, когда ты берешь в руки данный смартфон, у тебя появляется мысль, что он крутой. И он и правда крутой, но у него подводных камней больше, чем хотелось бы. Я вам обещал рассказывать о вторых и третьих эшелонах. И сразу спойлер сходу расскажу, почему второй и третий эшелон хуже. Есть определенные моменты. Допустим, здесь, к сожалению, нет глобалки. И неизвестно, когда она появится. По поводу фото и видео цифры, конечно, красивые. Я вам говорю, 4К 60 FPS, спрятанная фронталка. Но что под этим спрятано, вы увидите в ролике. Разумеется, будут примеры видео и фотосъемки. Тайм-коды внизу. Пишите, интересно ли вам, когда я рассказываю вам о подобных девайсах, либо какие-нибудь IQ смартфоны, либо смартфоны первого эшелона, но все равно не особо популярные. Допустим, Oppo Find X6 и X6 Pro были на канале. Надеюсь, вам будет интересно. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в черной коробке из плотного картона с названием модели и краткими характеристиками. Пакинг хороший. В комплекте мы имеем запакованный смартфон с наклеенной защитной пленкой неплохого качества с нормальной олеофобкой. Краткое руководство. Ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. eSIM смартфон не поддерживает, как и расширение ПЗУ картами памяти. Доп. Память не запихайте. Далее есть пластиковый чехол, который быстро царапается, да и сам чехол особо смартфон не защищает. Он так, больше для красоты. Кабель для зарядки с Type-C на Type-C и блок питания на 80 Вт с разъемом Type-C китайской вилкой. Весит смартфон 228 граммов, прям как флагманы. Но он, по идее, есть флагман от ZTE. А габариты составляют 167 на 76 на 8,5 мм. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Разыгрываю Poco F5. Не забудьте посмотреть стрим в записи, там условия. И 5 Mi Band 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзор. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в черной и серой расцветке. Также есть коллекция Starry Night с изображением картины Ван Гога. Его не достать. Дизайн интересный, смартфон с прямыми гранями, тыльная часть из матового AG стекла, рамка из алюминиевого сплава. Качество материалов хорошее, тактильно прям очень круто, без чехла. Как и сборка в целом. Но отмечу, что блок камер быстро загрязняется, а также они имеют марку и глянцевую вставку. Что касается эргономики, то тут все индивидуально. Кому-то кажется, что смартфон отлично продуман, и в руке он лежит очень хорошо, а кому-то кажется, что это кирпич, который вдобавок еще и скользкий. Однозначно не всем пользователям будет удобно использовать данный смарт, так как он действительно огромный, но при этом не особо и тяжелый, кстати. На корпусе расположена красная рельефная кнопка питания, качель регулировки громкости и удобный переключатель, который в стоке включает режим стрит в камере. Переназначить команду можно, за что спасибо, но я читал, что с прошлыми прошивками нельзя было этого сделать. Далее есть USB Type-C OTG версии 3.1 Gen 1 с функцией DisplayPort Alt Mode, за что с одной стороны плюс, с другой стороны у меня мои тесты показывают, что файлы он скидывает не с этой скоростью, а как будто здесь USB Type-C версии 2.0. Я не знаю, в чем магия, но вот так. Микрофоны. Динамики 2 основных и 1 разговорный. Звучание здесь стерео, но нижний динамик куда громче, чем верхний. И звук до флагманов однозначно не доползает вообще никак. Есть поддержка Snapdragon Sound и DTS X Ultra. Вибромоторчик линейный по оси X тактильно приятный, К-порт в наличии. Мини-джека не завезли, как и защиту от пыли и влаги, за что, разумеется, минус. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,8 дюйма со средним разрешением 2480 на 1116 пикселей. Экран прямой, без всяких скошенных граней. Подбородок есть, но он небольшой, как и рамки. Вишенка на торте — это спрятанная фронтальная камера под экран. Да, она практически незаметна. И для многих это плюс, так как фронтальной камерой пользуются реально немногие.
Цветовой охват 100% DCI-P3, глубина цвета 10 бит, имеет сертификация о защите от синего цвета, плотность пикселей скромная по меркам флагманов 400 ppi, пиковая яркость 1500 нит, запасы яркости немного, но он есть. Притом в непиковой обычной максимальной яркости он выдает в принципе 700 люксов, и это более чем достаточно. Опять же, скорее всего, это появилось после новых прошивок, потому что мне прошивки уже прилетало аж 3 для обновления. И я думаю, что когда тестировали его другие блогеры до этого, там прошивка была еще прям свежая. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, пользоваться смартфоном в солнечный день можно без проблем, но по сравнению с флагманами от Apple или Samsung яркости экрана в Z50 Ultra значительно, разумеется, меньше. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Еще один минус — это отсутствие технологии LTPO. Тач на 960 Гц, тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, и результат отличный. И в играх экран показал себя хорошо в плане отклика. Мультитач на борту и на 10 касаний откликается быстро. Из полезного также есть PWM затемнение на 1440 Гц. Шим выше 23% не поднимается, что является не лучшим результатом, но очень хорошим. Always on Display в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, и разблокировки лиц. Сканер отпечатков пальцев у меня работал ужасно. Не сказал бы, что быстро, и узнавал он через раз мой палец. А вот распознавание лица срабатывало и правда адекватно. Завести можно до 5 пальцев, а биометрические данные только одного лица. По поводу экрана я хочу еще отметить, что, к сожалению или к счастью для вас, там калибровок и настроек прямо вообще по минимуму. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, последний, отличный, но они успели его испортить больше, чем даже Samsung. И сейчас увидите почему. У него 4-нанометровая технология, 8 ядер, максимальная частота 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 740, стандартный обвес. За охлаждение отвечает Bionic Design VC площадью 4212 мм2, плюс 10 слоев из материала для высокоэффективного охлаждения. Отмечу, что с охлаждением есть некоторые проблемы, лично у меня, и вы увидите это в тестах. Интерфейс MyOS 13 на базе Android 13 версии, разумеется, будут прилетать обновы. Google сервисы на борту, Google Play устанавливается без проблем. Интерфейс доступен как на китайском, так и английском языке. Русского в стоке нет, и не факт, что будет. Выйдут на глобалку — будет, но я бы на их месте не выходил бы. Я думаю, вы понимаете почему. Операционная система работает, не сказал бы, хорошо, и часто встречаются микрофризы и тому подобное. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8, 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор есть 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии. Напоминаю, что, кстати, есть уже 7 серия. Понятно, сейчас мне напишут у тебя, что есть роутер, поддерживающий 7 серию. Есть. Поддержка 5G сетей с 2 карт, что не особо для всех актуально, но хорошо, что 5G вообще поддерживается. Для 4G есть 7 и 20 бенд в наличии. Звучание во время разговора неплохой, датчик приближения и микрофон не подводили. Запись разговора без уведомления собеседника на борту. Bluetooth версии 5.3, Bluetooth кодеков достаточно, NFC смартфон поддерживает. На данный момент устанавливает MirPay, спокойно оплачиваем покупки. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, но ищет долго. В принципе, это стандартно для Qualcomm. Не про скорость, а про точность. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке с максимальной частотой обновления экрана смартфон выдал 5 часов 58 минут и максимальной герцовкой. Z50 Ultra заряжается от 0 до 50% за 26 минут, от 0 до 70 за 40 минут, и за час он у меня заряжается практически полностью. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости улетает у меня 4% заряда. В играх без одновременного стриминга на Твиче уходит 14% в тактикуле, это круто, и он у меня не сбрасывал яркость. Сегодня погоняю в Твиче, можете прийти посмотреть, может быть что-то изменится. Но если изменится, только в худшую сторону, правда. Перейдем же к тестам. Результат тротлинг теста: 352 гипса минимально, максимально 446, в среднем 395 гипсов на 100 потоках при 30 минутах, и там прям пила в самом начале была. В Geekbench 6 смартфон выдал сингл-коре 1843, в мультикоре 4865. Озвучивать 3D Mark я не буду, вы можете на него посмотреть, но это один из тех немногих плохих, я считаю, смартфонов по тому, как оптимизирована работа его, который не прошел Wildlife без морозилки. То есть цифры здесь вы видите магические, стабильность прям суперская, но он находился в минусовой температуре, и, разумеется, кроме Slingshot и Slingshot Extreme, здесь ничего не актуально. Почему? Потому что только они проходились вне в морозилке. В Antutu он выдал результат в 1 234 000 попугаев. Storage тест показал 130 000, это неплохо. UFS 4.0, как у всех, обвес стандартен. 45-минутный стресс-тест прошел, но смартфон перегревался. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, кольцевой LED-вспышки и спектральным датчиком. Направленного микрофона я не обнаружил. Основной сенсор Sony IMX787 на 35 мм на 64 мегапикселя со светосилой f1.6 и
и оптостабом, сверхширик плюс макросенсор на 50 мегапикселей с углом обзора в 116 градусов и автофокусом, а также телеобъектив с перископом на 64 мегапикселя 85 мм и оптостабом. Лазерная автофокусировка имеется как оптический зум и цифровая стабилизация. Запись доступна с основного сенсора 8К 30 fps, 4К 60 fps и ниже. К слову, у него еще есть 4К 120 fps, но у меня это дело подлагивало. У вас, может быть, он работает нормально, этот режим, но режим в целом крутой. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана под экраном с использованием технологии NeoVision с чипом UDS Pro Plus. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Про фронтальную камеру много говорить не стоит, так как качество фото и видео возможностей очень плохое по мне. Искусственный интеллект не справляется со своей задачей вообще никак. В стоковой камере имеется много различных режимов, фильтры и подобное. Если говорить вкратце, основной сенсор неплохой, но не топовый, сверхширик. И телевик вовсе меня не порадовали. Стабилизация может быть куда лучше. Я не понимаю, где там все видели супер фотографии, кто тестировал. Я их не увидел. Можете исходники посмотреть опять же в моей телеге личной. Я туда их вам скину. Цветопередача неестественная, особенно при передаче цвета кожи. Короткий пример вы сейчас увидите. Фронталка, ну что я могу сказать? Когда вы фотографируете в автомате, смартфон не всегда определяет, что это ночь, поэтому с основной камерой необходимо фоткать в режиме ночь. Но это уже другая история, то есть ты должен каждый раз вспоминать: о, сейчас ночь, надо перейти. И там уже задержка 3-5 секунд. Вот. Примерно так. И вот так будет работать фронтал. Ультраширик, если бы не с ума сходил в автофокус и не было таких шумов, я бы сказал: о, как круто, 4К 60 FPS. А так просто ультраширик может снимать 4К 60 FPS. Все. 4К 60 FPS, основная камера, съемка без штатива. И вот так в суперстабилизации вы сможете снимать ночью. Насколько хорошо или плохо решать вам, примерно такие же сценарии использования у меня для всех телефонов. Так что смотрите обзоры на все флагманы, и вы сможете для себя решить, хорош ли данный смарт или нет. Но со стабом у него, смотрите, не то чтобы беда, но не скажу, что волшебно. Но неплохо. Для 4К 60 FPS очень даже неплохо. Та же самая история с ультрашириком, и сейчас я включил авто подсветку, но особо погода это не делает. Все в шумах. Ультраширик ночью в принципе мало у кого можно использовать, тем более эффективно. И фронталка с подсветкой ночью, я думаю, секунды 4 вам 5 хватит. Очень интересно, что флеш здесь 7-уровневый, то есть вы можете вспышку руками менять яркость. И фонарик такой довольно неплохой. Но, как я говорю, лучше 20 примеров по 20 секунд, чем один пример на 15 минут. Правильно? Вот так ночью вы сможете снимать, допустим, водную гладь. Уже, наверное, третий раз снимаю примеры для этого смартфона, постоянно его сносил. Но не специально, разумеется. В целом съемка неплохая. Ну, с фото, разумеется, намного все лучше. Видео такое себе. С другой стороны, а где видео хорошее ночью? Вот смотрите, достаточно четко видно окна, да, то, что в них. Неплохо. И еще 5 секунд фронталки. Здесь света чуть-чуть больше, но, разумеется, это ничего не меняет. Куда мы без примера в лифте, да? Фронталка. И основная камера в лифте довольно неплохо, кстати, снимает, обратите внимание. И шумов не так много. А вопрос к звуку. Но опять же, если захотите какой-то влог вести, прям хорошо снимает. Но во всяком случае надо будет смотреть уже на мониторе, вам уже будет виднее. Основная камера, ночь. Видите, в окнах практически ничего не видно. И вот так вы сможете снимать в максимально сложных условиях. Почему? Потому что освещение везде разное, разные источники, разная температура цвета, света и всего остального. И если зафиксировать, ну, достойно, прям достойно. Так, ну давайте откровенно, с основной камерой гонять вообще смысла ноль, точнее с фронтальной. Это основная камера, 4К 60 FPS, ультраширик тоже печальный, я поэтому не собираюсь его мучить ночью, тем более при съемке с одной руки. Еду плюс-минус 30-40 километров, особо разгоняться не буду. Напоминаю, что данный смартфон, по мнению многих, снимает хорошо.
Насколько хорошо он снимает, решать вам, но опять же, супер плохие либо дешевые смартфоны я в принципе не тестирую во время поездки, тем более ночью. То есть днем еще ладно, но ночью здесь все очень сложно, и если он, по вашему мнению, что-то там вытягивает, то все волшебно. Напоминаю, меня просили друзья и подписчики каждый раз, когда ставлю подобные примеры, напоминать, что первое, разумеется, так делать нельзя. Второй момент, если делать, то максимально все в контроле. И третий, если вы катаетесь где-то на байке, неважно, в России, либо еще где-то, очень прошу вас носить шлем. Меня он уже спасал, а я всего катаю 3 месяца. И если говорить о конкретно безопасности поездок, помним, что вы можете соблюдать правила, а товарищи могут правила не соблюдать. И вполне возможно, вы можете кого-то там бояться. Поэтому вам необходимо всегда 2 руки на руле держать, чтобы всегда контролировать. Вот, высказался. И реально просили из собственного опыта. Видел 4 очень жесткие аварии здесь. Все 4 раза люди лежали без шлемов. Понятно где, что на проезжей части, и понятно, что это люди с байков улетали. Так что помним про безопасность. Даже если вы пассажир, обязательно надевайте шлем. Завтра тебе привет. Она как раз часто путешествует, у нас администратор. И она говорит, что при любом раскладе, где бы я ни каталась, все время требую шлем, когда я на байке, либо на мотоцикле. Повышенные стапы. И что же пляжный тест? Пляжный тест заключается в том, что мы идем в ночи с основной камерой по пляжу. Съемка с 2 рук. И опять же, это штатные условия для моих девайсов уже, наверное, полгода как минимум. То есть плюс-минус встаешь и начинаешь снимать, пытаясь увидеть, есть ли шумов моря. Скорее всего, вы их увидите тоже. Да, небо все в шумах. Но что? Нет, видите, вот сразу видно, когда ты берешь флагман эшелона и смарт не из эшелона и сравниваешь. Можете посмотреть, что могли Huawei, Xiaomi, Samsung и почему ZTE дешевле. Фронталка, ночной режим, ночь, и позади меня вы видите много огней. Почему так много ночи? Все очень просто. Когда простые условия съемки, чаще всего средняки, они снимают не намного и хуже флагманов. А вот реально все выползает по-настоящему сложное, это только ночью. Понятно, что здесь фронталка скрыта, но от этого она не исчезла, правильно, и мы ее должны тестировать. А по поводу шумов ночью и всего остального, обращайте на это внимание. Почему? Потому что вам им пользоваться. И, возможно, ваш сценарий использования будет съемка ночью. Много уличных танцев. Не успели мы. 4К 60 FPS. Буквально 15 секунд. И вот так динамическая картинка ночью. Неплохо. Серьезно так. И основной модуль 4К 60 FPS. Громко, ярко. И норм съемка получается. Вот так это все выглядит. Автофокус. Норм. 60 FPS, вот так, если вы будете снимать предметы, это будет выглядеть в практически идеальных условиях. Мне нравится, как снимает. В простых условиях, не ночью. Основная камера 4К 60 FPS, съемка днем, смотрим иксы. X15 максимум. С 2 рук, не со штатива. Уходим назад. Разумеется, можно ставить на паузу, разумеется, можно делать фото. И вот так примерно вы будете снимать пейзажи при необходимости. Опять же, у меня они практически одинаковые, во всяком случае, база. Можете сравнивать с другими аппаратами в других обзорах, флагманами, разумеется. В целом неплохо, учитывая, что вот эта дымка все. Леса горят, как и везде. Ультраширик 4К 60 FPS. Съемка с 2 рук.
зафиксировано. И на нем можно делать X5. Довольно, кстати, шустро. Вот так сможете снимать с ультраширика. 4К 120 FPS. Надеюсь, вы увидите разницу. И вот так вы сможете снимать днем в 4К 120 FPS с этого смартфона. Но он с таким FPS, с автофокусом, конечно, справляется довольно грустно. Но в целом неплохо. И нет, вы видите? Ну вот, предмет он не хочет видеть. Цифра красивая, а реализация во хромает, конечно. 4К 120 FPS, основная камера. И мне кажется, что в 4К 60 FPS он снимал лучше. По поводу стаба и всего остального оценивать вам. Ну вот так. Так, ну что же, начнем анализ фото. Начнем мы, наверное, с фронталки. Почему? Потому что не нужно питать ложных иллюзий. Апертура 2.0, допустим, ISO в автомате выставилась 556, но вы видите, что я остановился, долго упорно пытался выбрать место, где ему будет достаточно света. Ночью никакая фронталка. То же самое, если брать, допустим, помещение, вы гуляете благополучным образом в каком-нибудь торговом центре, вам кажется, что освещения достаточно, вы встаете, фиксированно пытаетесь себя сфотографировать, и мы запомнили, что фронталка здесь в прямом смысле для вида. То есть, может быть, кому-то для видеосвязи она подойдет, но это максимум. Если говорить, допустим, о основном модуле. Вот сейчас я сфотографировал в лифте себя апертура 1.6, ISO он автоматом выставил 2381, и в целом, если посмотреть даже на углы, не по замыленности углов, ну, чуть-чуть. Если посмотреть на то, какие я фотографии делал на основные модули у других девайсов, вот это фото реально достойно. Здесь, конечно, он не особо хорошо вырезал волосы, но это и не портретный режим был. Цветокор нулевой. Еще раз повторяю, что я фотографии никаким образом не меняю. Исходники я буду скидывать еще раз в свою личную телегу. Если говорить об основном модуле, если вы будете снимать пейзажи. Кратко, апертура 1.6 ISO выставил 128. Странно, что ISO 128, но все равно, видите, умеренная облачность, назовем это так. Фотка шикарная. Это с двух рук, прямым текстом, я не знаю, у меня нет к нему претензий. Ни потому, как он края нам не смазывал, ничего. Цвет передал смарт правильно, без каких-то искажений. Если говорить о границе, допустим, небо-земля, и посмотреть на то, как он работал с облаками, все великолепно. То есть в целом для пейзажей смарт волшебен. Если говорить о идеальных условиях для фото, вот в таких условиях, когда у вас солнце бьет в глаза, солнечно, прям безумно, в принципе, он даже фронталка, может быть, что-то и вытягивает. Да, как-то где-то будет очень обрезано, смешно, как мультик, но по большому счету, если в какой-нибудь там запрещенной сетке, либо в Telegram вы выгрузите, особой разницы вы не увидите. Если говорить про основной модуль и съемку, точнее ультраширик и съемку чего-то из разряда пейзажа, ISO, соточка, апертура 2.2. Вот сейчас стандартно, правда? Тут, конечно, немного растянуто, немного замылено, но в целом здание без искажений по мне. И если говорить про углы и цвет, в принципе, зелени, все очень даже правильно. Работа с тенями, конечно, не волшебная. Почему? Потому что даже учитывая, что ультраширик, вот в этих вот участках некоторые смартфоны справлялись лучше. Опять же, напоминаю, что я фотографирую все в автомате, и вы видите лучшие фотографии, которые у меня получились. Это основной модуль, здесь уже все видно. Уже видите, бортик виден этот маленький, потому что это не ультраширик, уже граница воды более ясна, уже видно, работа с тенями видна, даже зелень отлично передается. Самое сложное по мне это цвет лица передавать смартфону и зелень. Вот здесь то же самое, специально сфотографировал на основной модуль, все натурально, живо и, если честно, даже какое-то есть ощущение объема, как либо, разумеется, в фотоаппарате, либо этим хвастаются по мне Huawei. То есть у меня от хуавеевских девайсов всегда радость, что видео, что фото у них объемное. Вот такая вот примерная история. Еще раз смотрим сами исходники, там, разумеется, их больше, и делаем выводы. Минусы: нет мини-джека, плохое звучание, нет защиты от влаги, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив и microSD, операционная система работает некорректно, нет беспроводной зарядки, нет глобалки, вибра не флагманская, звук, мягко скажем, плохой, фронталка, повторяюсь, ужасно, русского не предвидится, потому что не предвидится глобалки, перегрев, калибровка цвета практически отсутствует, здесь беда с уведомлениями. Я думаю, что если вы покупаете подобное,
не Global, то вы понимаете, о чем я. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Это единственное, что адекватно, прям адекватно в этом смартфоне. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в описании, подписывайтесь на телегу взаимопомощи. Там, если вы опишете требования к устройству ПТЗ, люди помогут. Много людей, у которых много всяких железок. И мой личный телеграм-канал, где мы с вами общаемся в режиме реального времени по поводу тестов всего и вся. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто на основную камеру данного смартфона. Скажем так, если бы у Nubia была глобалка, я специально без очков встал для того, чтобы у него была возможность ориентироваться по глазам, и точно он не терял фокус. Разумеется, выход пишется на сам этот аппарат 4К 60 FPS. Так вот, если бы у него была глобалка, русский язык, если бы у него не было проблем с оповещением и, наверное, если бы у них была бы какая-нибудь своя собственная фишка из разряда хотя бы защита от влаги, либо мини-джека, либо стилуса, как у Samsung, я бы мог сказать: бегите и покупайте. Почему? Потому что смарт в принципе неплохой. Но мы же помним, что защиты от влаги здесь, повторяюсь, нет. Экран здесь довольно скромный. Самое дорогое в смартфоне — это экран. Да, он довольно яркий, но он не дотягивает до флагманов, и LTPO здесь нету. Здесь нет никаких-то последних Wi-Fi, здесь нет какой-то космической съемки от слова совсем. Она неплохая, ее можно хорошо распиарить и сказать, что смотрите, как он классно фотографирует. Но это не так. Он фотографирует на уровне средняков и, в принципе, всего ценового сегмента за эти деньги. Можно брать Meizu, и такие же будут недостатки по фото и видео, и такое же будет убогая настройка экрана, и еще много всяких мелочей. Притом эти мелочи, если говорить о брендах А-эшелона, допустим, тех же Xiaomi, которые в последнее время у нас делают глобалки, можно сказать, что они все это дело допилят. Но про Nubia я такое сказать не могу, и вполне возможно, с прошивками вы получите еще что-то худшее. И откуда у меня столько, наверное, негатива к нему? Из-за цены, потому что за этот ценник можно купить перепрошитый Xiaomi 13 Ultra. И о чем тогда говорить нам? Это примерно то же самое, как советовать Poco F5. Когда у нас есть Realme Neo 10 Pro Plus за 17 тысяч рублей на Али. Но реально, 17 тысяч рублей, да, он чуть-чуть хуже. Но это Realme 10 Pro Plus китайской версии, будет с русским языком. Ну, придется вам 3 кнопки нажать, чтобы разблокировать. Но ценник реально на 50% ниже. Вот здесь такая же история. У тебя есть Nubia, есть Xiaomi 13 Pro, который на 3 головы выше во всем. И как его можно обозревать, эту Nubia? Ну, для того, чтобы вам было интересно, окей. Для продавцов, которым можно будет нарезать этот ролик на какие-то классные моменты и сказать: ах, посмотрите, что он смог, то может быть тоже. Для меня, для user experience, наверное, по этой же причине я куплю абсолютно бесконечно оверпрайснутый смартфон бренда Sony, наконец-то. Хотя меня об этом просит, может быть, всего 2 подписчика, но они у меня подписчики много лет, поэтому я думаю, что нам будет что обсудить, тем более я посмотрел по железу, они вообще не меняют ничего, они вообще молодцы, просто цену выше делают и все. С другой стороны, может, я получу этот смарт и подумаю: вау, как и наушники, это не оверпрайс, они своих денег стоят. Если вы живете в Китае, знаете китайский язык, и вам ZTE продает его за 50% стоимости, этот смартфон, либо дарит, однозначно девай сюда. Во всех остальных случаях покупки с последующим взглядом и желанием когда-то это дело продать, однозначно нет. Я не вижу, за что этот смартфон можно покупать. С другой стороны, в Азии его любят, на этом, наверное, плюсы космические заканчиваются исключительно и в первую очередь из-за стоимости. То есть, если бы он стоил в те же деньги, что Meizu продают и Motorola, у меня была другая песня, вы сейчас можете рассказать: но здесь же металлическая рамка и все остальное. А где демпинг? Звук ужасен, вибра никакое не топовое. Здесь не за что ухватиться, кроме внешнего вида. Внешний вид топ, играть удобно, металлический переключатель режима вот этот в камеру тоже круто, а все остальное, что ручками надо допиливать в прошивке, у них этого нет. И я не думаю, что появится. Девайсу, еще раз повторяюсь, от меня нет. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, что бы еще хотели увидеть в комментах, на обзор. И я постараюсь приобрести. Понятно, что я на нем 20% стоимости потеряю при продаже, но надеюсь, продам. Добра и удачи вам, дорогие друзья!